Доброго дня, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании и к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем 19-м поэтическом сборнике, который называется «Zeitgeist». Написан он в период с 20 марта по 7 июля 2024 года. Сразу перейду к пояснению имени и названия. Zeitgeist – это немецкое слово, которое буквально переводится как «дух времени». А означает оно, что тот или иной исторический отрезок может иметь для каждого человека или для мира в целом какой-то особый след, оттенок, какую-то фоновую суть и сущность. И весь этот сборник как раз и посвящен выражению моего понимания духа времени, того периода, в котором я живу, в котором все мы с вами сейчас живем. И для меня этот период где-то начиная с 80-х годов 20 века. Повествует же сборник о нас, о человечестве, о том, что происходит в нас и с нами, что происходит в мире и с миром, в котором мы родились и живем. Это откровенный рассказ о современной эпохе. Еще раз повторюсь, это вот о временном отрезке, где-то начиная с 80-х годов 20 века. О путях, о выборе, об ответственности, об отказе от путей, от выбора и от ответственности, о боли, исцелении, о разрушении, созидании, о бессмысленности и надежде. И о психическом здоровье, в частности, о таких проблематиках, как депрессия, изоляционизм, одиночество и безразличие. Этот сборник – это форма осмысления хаоса, в котором у каждого из нас, по сути, лишь одна задача – познать самих себя. Данный сборник самый объемный из всех моих сборников, в нем 300 стихотворений, но не 150, как обычно. Вероятно, он наиболее схож по направленности повествования с моим самым первым сборником, который называется «Вне времени». Вот только тогда то, что я пишу и как я пишу о людях и о мире, все-таки виделось в значительной степени художественным преувеличением. Однако события, минувшие с тех пор, показали, что процессы деградации идут более чем быстро, и вот уже былой художественный вымысел и не кажется таким уж существенным преувеличением. На самом деле я бы хотел иметь возможность не писать этого сборника, но точнее, чтобы многие из его стихотворений были другими, о другом. Но жизнь такова, какова есть, поэтому главный процесс этого сборника – говорить правду, а главный его цвет – прозрачный. В качестве посвящения я выбрал фразу на французском языке, которая переводится как «Мы защищаем тех, кто не может защитить тебя сам, потому что мы хранители человечности друг друга». В завершении, по нашей традиции, когда я рассказываю о сборниках, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник Zeitgeist вы можете приобрести в электронном виде на Litres. Ссылка есть в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. Напомню также, что обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо с его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. Посмотрите. А второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника Zeitgeist. Всегда буду напоминать, что я так себе чтец стихов, поэтому прочитаю так, как получится. Итак, первое стихотворение, собственно, называется «Zeitgeist». Обернувшись вокруг, вижу мир, истекающий болью, уставший и почти обреченный, обрученный несмываемой кровью. Рядом, но друг без друга, утрачена, увы, человечность, воплощение новой эпохи, где минутами меряют вечность. И это не страшный сон. Страшно, что снов больше нет. Дуют ветра перемен и лишь уносят тускнеющий свет. Плачут дождями тихими и ждут покорно забвения. На коленях стоят поколения, отдав свою волю смирению. Будто бы без дыхания и словно в криках застывшее. То, о чем раньше мечталось, превратилось
в увядшее бывшее. Результат разрушений – ненависть, безразличие – плод размышлений, иллюзии предпочтительнее истины, одиночество – итог заблуждений. Тревогой окутаны взоры, притворный смех на продажу. Реальность искажается словом, и белоснежное нарекается сажей. И все это не случайность, ведь хаос лишь отражение действий, рождающих волны, приближающих исчезновение. Такое стихотворение. А следующее называется экстраполяция. Выводы сделаны, и уже реальность не имеет значения. Правду можно назначить, запретив разнообразие мнений. Так не было, но так стало, что дальше теперь понятно. Обратный виток спирали. Безысходность отнюдь неприятна. Не открыть закрытые двери, когда руки исколоты страхом. Абсурд абсолютом ставший украсит пиршество прахом. Активно черпая зависть и всюду ее разливая, люди в спину толкают друг друга, приближаясь к последнему краю. Еще одно стихотворение называется «Вершители». Они сделают вас счастливыми, от памяти освободив. Ноты в музыку сами расставят и напоют вашей жизни мотив. Свои мысли порочно излишни, все послания в их речах. Внемли им, глядя в землю, стрелки сами идут в часах. Ни беспокойств, ни сожалений, лишь голосов монотонных гул. На безмятежность обменена воля, словно ветер навеки уснул. Избавленные от вдохновений, друг от друга неотличимые дни, они сделают вас счастливыми, а еще мертвыми изнутри. Ну что ж, вот на такой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!